Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему: родился в тюрьме, его мать отсидела 44 года, а отец 27 лет. Легенда криминального мира. Вор в законе Саша Север. Наверное, многие слышали знаменитую песню «Владимирский Централ», которую исполнял Михаил Круг. Но мало кто теперь вспомнит, кому была посвящена эта композиция. А ведь в далекие 1990-е годы, во время так называемых «свободных преступлений», имя Саши Севера гремело по всей России. Он был настоящей легендой криминального мира, потомственным вором, родители которого почти всю свою жизнь провели за решеткой. Судьба Александра Северова, наверное, была определена с самого рождения. Это воровская судьба. Он появился на свет в криминальной семье. Интересен тот факт, что если сложить, сколько в общем сидели мать и отец и сам Саша, то получится 100 лет. 29 из них отсидел сам Саша. По мнению уголовников, сидеть вместе с Сашей Севером было честью. Он сам поверил в это настолько, что рассказывал о себе не иначе, как о живой легенде воровского мира. Правда, никому такой же судьбы Александр Северов не желает. Страшно это и сложно, и ничего хорошего. Родился будущий вор в законе в 1959 году. В тот день в женском исправительном учреждении города Караганды, что в Казахстане, одна из сиделец отправилась рожать. Ее звали Римой Северовой, и она уже не в первый раз была в тюрьме и не в первый раз рожала. В этот раз на свет появился мальчик. У Римы уже была дочка, которая жила вместе с бабушкой. Мальчик был не очень-то желанный, но что поделать, раз родила. Первые годы своей жизни Саша видел только стены тюрьмы, общался с зэчками и надзирателями. Мальчик просто не знал, что люди могут жить как-то по-другому, и настолько привык к лагерным распорядкам и законам, что это осталось в нем на всю оставшуюся жизнь. Тюрьма сформировала характер, была своеобразным миром для ребенка, ведь его мать только и делала, что отбывала наказание. Действительно, Рима Северова почти всю свою жизнь проводила в тюрьмах, она отсидела 44 года. Это была аферистка всесоюзного масштаба, у которой за всю ее жизнь было 11 судимостей. Сам же Александр рассказывал, что его мать имела 7 паспортов с разными именами и столько же трудовых книжек. В те короткие промежутки, когда Рима была на свободе, она устраивала гастроли по всему Советскому Союзу, обманывая доверчивых граждан, воруя и проводя аферы. Все же Рима успела выйти замуж. Ее муж, такой же вор, как и она, в общей сложности провел в колониях и тюрьмах 27 лет своей жизни. Дочь Римы, старшая сестра Александра, ушла недалеко от любимых папы и мамы. Ее судьбой также стали решетки и застенки, за которыми она провела 22 года своей взрослой жизни. Естественно, никакого детского садика Саша Север в своем детстве не видал и даже не слыхал про такие учреждения. До 7 лет он воспитывался в колониях, а когда пришло время идти в школу, Сашу отправили в интернат, где учились и обычные дети. Однако эта среда оказалась для мальчика чужой, он просто не знал, как вести себя вне тюрьмы. Ребенок был совершенно неуправляемым, постоянно ругался и дрался с другими детьми. В итоге директор интерната не вытерпел и отправил Сашу в коррекционное заведение для несовершеннолетних, то есть малолетку. В этой школе был строгий режим и обучались такие же неуправляемые дети, как сам Саша. Но и там Александру порядки не понравились, кое-как он дотянул до 17 лет. Однажды Саша в очередной раз что-то украл и попался. Однако теперь он был уже совершеннолетний, потому парня отправили прямиком на зону для юных уголовников. А в 19 лет Северов поехал в колонию, которая находилась в Архангельской области, так как парень не повиновался надзирателям, а с сокамерниками все время дрался. Именно в этой колонии к Саше прилипла кличка Север, и он окончательно встал на путь преступника-рецидивиста. Северов побывал в отсидке по совершенно разным статьям – грабежи, хулиганство, причинение вреда здоровью. Этот человек был очень неуравновешенным, если ему что-то не нравилось, то сразу взрывался и лез на рожон. Когда Александр освободился из первой зоны, то погулял на свободе совсем недолго. В 1982 он снова сел за хулиганство сроком на 7 лет. Вышел в 1989, а в 1992 году опять загремел на 6 лет за разбой. Пока Северов сидел эти 10 лет, он пристрастился к наркотикам. Все началось с того времени, когда в отсидках Александр налаживал поставку наркотиков в тюрьмы, оставлял немного и себе. Правда, это милое увлечение тогда сходило с рук, так как он также умел улаживать тюремные конфликты среди воров, за что Сашу уважали, называя правильным законником. В итоге в 90-е годы уголовники короновали Севера. В
В те годы он был смотрящим в Твери, потом попал в тюрьму Владимирский Централ. Север часто вспоминал то время, когда сидел по тюрьмам. Очень любил рассказывать о пребывании в карцере Белого Лебедя. Там уголовнику пришлось побороться с холодом, отжимаясь от пола. Дело было зимой, на улице температура воздуха опустилась ниже -20, а в тюремных камерах держалась на уровне 5-6 градусов тепла. Зэки буквально умирали от холода. Владимир Василенко, тюремный охранник, тогда реально спас заключенных с группой автоматчиков, ворвавшись в Соликамскую ТЭЦ, которая давала тепло тюрьме. Они открыли вентилят для подачи тепла на тюремные здания, которые кто-то ранее просто закрыл. Позднее охранник вспоминал, что Север требовал у него назвать имя той сволочи, которая собралась заморозить тюрьму и обещал наказать. После той отсидки Северов вышел в 1998 году. Но уже через несколько месяцев избил человека, якобы тот оскорблял супругу Саши. В своем поступке Александр не раскаялся и снова сел. Правда, совсем скоро попал под амнистию. И это был последний срок реальной отсидки Саши Севера в тюрьме. Дальше только условки. В 2001 году на 6 месяцев и в 2003 году на 7 месяцев. Последний судебный приговор в жизни Севера прозвучал, когда у него нашли наркотики. Тогда, в 2004 году, на одном из петербургских вокзалов произошла любопытная ситуация. Александр был остановлен сотрудниками ППС из-за неадекватного поведения и задержан для досмотра и освидетельствования. У уголовника обнаружили наркотики. Самого Сашу доставили в больницу в сильном наркотическом опьянении, прямо в реанимацию. Одни люди говорили, что у Севера нашли героин, другие сообщали, что метадон. Северову снова светил немаленький срок, но на суде он заявил, что приехал в Санкт-Петербург лечиться от наркомании, а найденные наркотики взял для личного употребления. В итоге судьи поверили, Север получил 1 год и то условно. Много лет Север просидел не просто в тюрьме, а в карцерах из-за своей неадекватности. С тех пор Александр с трудом переносит яркий свет, ходит в темных очках. Он получил много проблем со здоровьем, перенес даже рак горла, но смог с ним справиться. В тюрьме Северов научился мастерски играть в карты. Сейчас обязательный атрибут – это карты, с которыми он не расстается. Криминальный авторитет обожает игру в карты и стал настоящим шулером. Именно игра в карты принесла Северову огромный доход. За эти деньги он построил дом в Твери и купил статусный автомобиль. Вернемся к песне Михаила Круга. На самом деле Север и Круг известностью обязаны были именно друг другу. Начинающий певец случайно познакомился с Галиной, женой Северова. Ничего удивительного в этом нет, так как они жили в Твери, по сути, в небольшом городе, где многие друг друга знают. Однажды Михаил и Галина вместе приехали на зону к Александру. Галина попросила мужа помочь шансонье в продвижении. В те годы многие так делали. А Северову песни Круга очень понравились, и он подергал за ниточки. С 1994 года карьера певца резко пошла вверх. Михаил не раз навещал Северова во время его отсидок. Побывал он и во Владимирском Централе. В этой поездке шансонье так впечатлился, что, вернувшись домой, сочинил песню. И композиция стала очень модной, звучала в ресторанах и кафе, и ее называли не иначе, как золотым шлягером русского шансона. Сам же Север услышал впервые посвященную ему песню во время воровской сходки по случаю очередного выхода на свободу. Кстати, сам Север тоже писал стихи, любил шансон и многие произведения передал Кругу, который положил их на музыку. Александр был уверен, что Михаил сможет популяризировать тюремную лирику. Наибольшую популярность получила песня «Осенний дождь» на слова Северова. Она рассказывает о том, как к матери вернулся сын после отсидки в тюрьме. Если посмотреть на стихи, написанные Александром, можно подумать, что он просто романтик и не соответствует своему статусу в воровском мире. Круг был убит в 2002 году. Были слухи, что Север и Круг поссорились, и шансонье заказали именно из-за этой ссоры. Артист задолжал авторитету деньги, но не собирался отдавать. Однако расследование убийства показало, что Север ни при чем. Заказчиком был Александр Костенко по кличке Лом, соперник Севера, которого раздражала дружба известного шансонье и смотрящего Твери. Лом утверждал, что хотел ограбить дом Круга, рассчитывая, что тот обратится потом за помощью именно к нему. Думал, что никого в тот день нет, а оказалось, что Круг и его семья дома. И случилось то, что произошло. Круг погиб. Северов потом говорил, что его очень потрясла смерть Михаила, что это нелепая случайность. Александр целых 20 лет считался коронованным вором и заведовал всем криминалом Тверской области. В 55 лет Север был очень известным и авторитетным славянским мафиози. И, конечно, многие хотели его ликвидировать, в том числе и тот самый Лом. Во время одной из сходок Сергей Волков, Юрий Пичугин и Василий Христофоров решились снять корону с Северова.
По воровским законам, чтобы это сделать, нужен ряд очень веских причин. Для начала Сашу обвинили в том, что он неправильно распределял общак, тратил воровские деньги не по назначению. Другой причиной назвали интервью, которые Александр давал направо и налево, рассказывая о запретных среди воров темах. Третья причина – то, что Северов был наркоманом, хотя ни один вор в законе не должен быть наркозависимым. А самым громким обвинением стал факт о том, что вор в законе выступил свидетелем в суде против одного из тверских смотрящих. Это был уже предел терпению. Криминальные авторитеты сняли с Севера воровскую корону. Однако мстить Северов не стал, устал, наверное. Он продал свой тверской дом и уехал в областной поселок вместе с семьей. Саша говорил, что в городе жить уже не сможет, так как был еще велик соблазн совершить какое-либо преступление, а он на старости лет уже не хочет в тюрьму. Правда, свое утраченное положение Север пробовал вернуть и даже обратился к Шакро Молодому, который тогда был одним из крупных авторитетов, но тот отказал. В поселке Кушалино Северов построил особняк, обнес его забором из бетона высотой в 2 метра и поставил смотровую вышку, как в тюрьме. Жена Галина, с которой Александр познакомился в 80-е годы, оказалась его единственной любовью. Семья этой женщины никак не связана с криминалом, однако сама Галина ни капли не побоялась, что ее избранник вор. Так сложилась судьба. Разумеется, родители Галины, приличные, вполне обеспеченные люди, были против этого брака. Но девушка просто взяла и поехала на зону, куда Александр попал вскоре после знакомства. Там они поженились. У Галины был ребенок от первого брака, и с Александром они родили еще 3 детей. Семейная традиция сохранилась, родные сыновья Саши Севера тоже побывали на зоне. Только дочь, жена и приемный сын не имели судимостей. Александр Северов так и живет с женой в Кушалино. В 2023 году ему исполнилось 64. Чувствует себя отлично, и от прошлой жизни у него остались только наколки, воспоминания и вышка над домом. Саша отказался от криминальных дел, правда, иногда помогает людям, которые из-за афер лишились своих квартир. Двери его дома открыты для обычных людей, артистов, исполнителей шансона, журналистов и даже для криминальных авторитетов. Он по-прежнему живет по закону «не верь, не бойся, не проси», однако ни в какие преступные дела уже не лезет. Вот таким теперь стал Саша Север. В прошлом настоящая легенда преступного мира. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.